Когда я последний раз был в Украине, не так давно, между прочим, меньше года В назад, Одессе. Это было ваше спонтанное решение или запланированное? меня пригласили туда за несколько лет. Я с радостью откликнулся. У вас были там разговоры на политические темы? А как же? Конечно, были. Я практически всюду веду разговоры на политические темы. Традиционный ответ многих художников и ваших коллег в России, в частности, что мы вне политики, искусство вне политики. Ну, я понимаю, что живущим в России в этом плане гораздо труднее, чем мне. Кроме того, я веду такие разговоры не как человек искусства, а просто как человек. Как вы относитесь к формуле, что когда стреляют пушки, музы должны молчать? Наоборот. Я даже помню, где же это было, в какой-то советской книге, которую я читал еще ребенком, о том, что происходило во время, в Советском Союзе это называлось, Великой Отечественной войны, блокада Ленинграда и так далее. Не помню уже, какая это была книга, но одна из глав называлась «Музы не молчали». Шовинизм, или, как сейчас принято говорить, ксенофобия. Все это в России всегда было. Это никогда никуда не девалось. Другое дело, что, например, в 1920-е и 1930-е годы официально государство с этим боролось. И в то время даже по ложным обвинениям в антисемитизме кое-кого даже расстреливали. Но все равно в народе-то это никуда не девалось, и Сталин только тогда проводил такую политику, а потом в 1940-х годах, особенно начиная с 1948 года, как мы хорошо знаем, его политика в этом плане повернулась на 180 градусов. В последние годы Путин, будучи человеком не глупым и понимая, что антисемитизм – это явление постыдное, избрал другую тактику. Он взял себе за манеру обвинять в антисемитизме своих противников. И вот теперь одной из главных целей войны с Украиной он объявил денацификацию. При этом, как мы с вами знаем, но, видимо, далеко не все в России знают, российские бомбы разрушили и мемориал в Бабьем Яру, и Харьковскую синагогу, и Харьковскую ешиву, и Мариупольскую синагогу. Вот такая там происходит денацификация. В свое время Сергей Лавров по случаю очередного Нового года, который по китайскому календарю был годом лошади, написал стихотворение, в котором изобразил Россию победоносной лошадью, и в котором, в частности, были такие вот строки. «И повалятся в грязь перед клячею люди низших этнических форм». Батюшки, я даже не помню такого. Было такое, это есть в интернете, и Лавров никогда от этого своего перла не отказывался. Война – это всегда горе, слезы, кровь и смерть тысяч, а то и миллионов людей. Агрессивная война, когда в нарушение договоренностей армия одного государства вторгается на территорию другого, которая не нападала и не угрожала напасть на первое, это преступление, которому нет и не может быть никакого оправдания.